Многие водители не догадываются, но большинство современных неисправностей можно устранить без сервиса, инструментов и лишних затрат. Ошибки в коробке, сбои холостого хода, неработающий климат, странное поведение дросселя– все это частично лечится одной вещью– перезагрузкой. В этом видео вы увидите 5 проверенных способов быстро починить автомобиль своими руками. Прием номер один– сброс через отключение аккумулятора с зажатием тормоза. Это самый простой и доступный способ принудительно перезагрузить блок управления. Достаточно отключить минусовую клемму аккумулятора и нажать на педаль тормоза на протяжении 15 секунд. В этот момент происходит разряд остаточного напряжения в системе, и электронные блоки полностью обестачиваются. После подключения клеммы блок управления запускается как бы с нуля, а адаптации начинаются заново. Такой сброс может устранить ошибки, вызванные временными сбоями, обнулить глючные настройки дроссельной заслонки или сбросить нестабильные обороты холостого хода. Особенно полезен этот прием после замены датчиков или при долгом простое машины. Важно то, что сброс не удаляет физические ошибки с постоянным источником. Он лишь дает системе шанс начать заново без накопленных ошибок. Это своеобразная кнопка «Перезагрузить», доступная даже в полевых условиях. Прием номер два. Глубокий сброс бортового компьютера через перемычку Soft ECU Drain. Если обычного отключения аккумулятора недостаточно, применяется так называемый глубокий сброс через соединение клемм при отключенной батареи. Суть метода в том, чтобы перемычкой соединить плюс и минус проводки, ведущие к аккумулятору при полностью обесточенной машине. Это позволяет разрядить остаточное напряжение на конденсаторах, питающих микросхемы блока ECU даже после отключения питания. Такой прием используется, когда адаптация не сбрасывается стандартными способами, а поведение двигателя или коробки остается нестабильным, особенно после замены датчиков, скачков напряжения или ошибок на линии связи. Важно, перемычку можно устанавливать только на снятые клеммы. Контакт с самим аккумулятором при этом категорически исключен. После сброса система начинает работу с нуля, а временные сбои и ошибки исчезают. Это один из самых надежных способов перезагрузить систему заново, без вмешательства в прошивку. Прием номер три. Локальный сброс через предохранители. Если вы не хотите сбрасывать все системы автомобиля сразу, можно выполнить локальную перезагрузку конкретного блока, например, климат-контроля, мультимедиа или даже блока управления двигателем. Для этого достаточно вынуть соответствующий предохранитель из монтажного блока, подождать не менее 5 минут и затем установить его обратно. Такой подход особенно полезен, если сбой касается только одной функции. Например, завис экран, не включается навигация или климат работает некорректно. При этом остальная электроника не затрагивается, и вы не рискуете потерять настройки других систем. Важно точно определить, какой предохранитель отвечает за нужный блок. Информация об этом указана в инструкции по эксплуатации или на крышке монтажного блока. После обратной установки система запускается, как после перезагрузки, а временные сбои исчезают. Это простой, но эффективный способ точечного восстановления без вмешательства в сложную электронику. Прием номер 4. Перенастройка дроссельной заслонки с помощью педали газа. Электронная дроссельная заслонка адаптируется под стиль вождения и постепенно меняет свое поведение. Со временем накапливаются погрешности, появляются задержки при нажатии на педаль. Обороты становятся нестабильными, а сам отклик теряет точность. Все это результат сбития адаптации, особенно после сброса питания или замены аккумулятора. Перенастройка возможна без сканера, через специальную процедуру с педалью газа. Алгоритм отличается в зависимости от марки, но общая логика одна– нажать и удерживать педаль газа в течение 15 секунд, затем отпустить и подождать, пока блок управления завершит калибровку. Некоторые автомобили подтверждают перенастройку характерным щелчком заслонки или изменением оборотов. После завершения процедуры отклик на педаль становится более плавным и предсказуемым. Это особенно полезно после отключения аккумулятора или при появлении заторможенности при разгоне. Простая калибровка возвращает дроссель к оптимальному положению и улучшает поведение автомобиля без вмешательства в прошивку. Прием номер 5. Удаление ошибок через ОБД-2 сканер. Один из самых быстрых и безопасных способов устранить временные неисправности– это подключение сканера к разъему ОБД-2 и ручное удаление ошибок. Такой метод позволяет не только стереть предупреждение на панели приборов, но и инициировать повторную самодиагностику системы. Особенно актуально это после замены
замены датчиков, чистки дроссельного узла или ремонта проводки. Многие коды ошибок появляются из-за кратковременных сбоев, нестабильного напряжения, запуска с разряженным аккумулятором или временного обрыва сигнала. Если источник проблемы уже устранен, ошибка может остаться в памяти, мешая работе адаптации. Удаление кодов дает блоку управления команду начать с чистого листа, но если неисправность не устранена, ошибка появится снова, поэтому важно не просто удалить коды, а понимать, что именно их вызвало. Тем не менее, в случае разовых сбоев или после технического обслуживания этот способ позволяет моментально вернуть нормальное поведение двигателя, коробки или других систем без поездки на сервис. Ссылку на вторую часть оставлю в описании под этим видео. Не забывайте поставить лайк, это сильно продвигает мое видео и помогает мне развивать канал. Надеюсь, данное видео будет полезным. Подписывайтесь на канал. До встречи на канале.